Dzień dobry. Яка гарна гітара. Такой интересный музыкант здесь сейчас стоял на улице. Видно, что... А что видно? Все видно. По лицу все видно. Все видно. В общем, но дело в том, что у нас не было этих чешских крон, у нас их до сих пор нету. А у Лады были Злотые. польские злоты. И мы ему положили польские злоты, он об этом еще не знает. Ну, тоже деньги. А Лада говорит, какая музыка, такие Яка деньги. музика, такі гроші. Этот пейзаж, который у меня позади, я помню с детства. Вы спросите, как такое возможно? Ты же первый раз в Праге. Да, но мой отец здесь был еще в начале 80-х годов. И он привез с собой фотографии оттуда. Каким-то чудом ему удалось в 80-е годы из Советского Союза поехать в Прагу и побывать на этой площади. Это оставило в нем неизгладимые впечатления, которые он рассказывал и нам тоже. О том, что Прага — это удивительный город. Он, конечно, нигде не был, кроме Праги, но столько впечатлений было, что я сам хотел побывать когда-нибудь в этом городе, увидеть эти часы. Конечно, я думал, что они находятся гораздо выше. Почему-то я думал, они высоко на башне, Ты но просто нет. был очень маленький. Вот они, да. Поэтому они казались тебе гораздо выше. Ты теперь большой, и часы для тебя уже маловаты. И вот, наконец, я здесь, друзья, и воочию наблюдаю эти часы. И они действительно уникальные и удивительные. Посмотрите, здесь по этим часам можно определить астрономическое время, положение Солнца, положение Луны. И еще можно узнать старочешское время. Не знаю, что за старочешское, оно, наверное, отличается от современного времени. Но мы с Ладой вообще не ожидали сегодня здесь, на этой площади, увидеть столько людей. Потому что сегодня понедельник, мы думали, ну вот вчера уже все туристы пробежали, посмотрели, все на работе. Нет, в Праге, оказывается, всегда людно. Здесь всегда вечный праздник. Какая разношерстная публика здесь, да? Китайцы женятся, например. Китайцы женятся, евреи в шапочках, Везде пахнет травкой. пахнет травкой и бургерами, кстати, тоже. Очень вкусный город. Так что мы, друзья, сразу попали в атмосферу фееричности. Даже еще не будучи на центральной площади, мы с Ладой влюбились в Прагу сразу вот с того района, в котором мы поселились. Какая-то такая вольная атмосфера, люди на расслабоне. Но мы сюда приехали не только ради того, чтобы полюбоваться на архитектурные произведения, походить по улочкам, погулять. Мы узнаем, каково это жить в Чехии, возможно ли здесь вести какое-то собственное предпринимательство. Если в Германии закончится для нас пребывание по временной защите, сможем ли мы здесь как-то легализироваться и жить? И вообще сравнить условия жизни в Чехии и в Германии, где дешевле, где какие зарплаты, где какое жилье. В общем, будем сейчас изучать. Смотрите, что происходит. В такой атмосфере очень трудно концентрироваться на цифрах. Сосредоточиться на жилье. Вот еще одна китайская свадьба. Почему Прага такой красивый город? Ну, во-первых, Прага почти не пострадала во время Второй мировой войны, что позволило сохранить целостным его центр, структуру города.
И здесь сочетаются самые разные стили архитектуры, начиная с готики и продолжая дворцами в стиле Ренессанс, зданиями в стиле барокко и, конечно же, модернизм тоже здесь присутствует. Но все это здесь так естественно сочетается, что создается впечатление целостности и древности этого города. Вторая причина, почему Прага такой красивый город, это потому что Прага – это один из крупнейших городов Австро-Венгерской империи. А это была сильная империя, и в ней развивались архитектура и искусство, музыка. Поэтому мы видим результат вот налицо. Многие здания здесь были построены в конце 19-го, в начале 20 века, во времена, когда был бурный рост промышленности и строительства в том числе. Ну и третий фактор, на мой взгляд, один из самых существенных, это то, что чешские коммунисты умудрились не испортить город уродливыми серыми постройками в стиле соцреализма, как это было во многих других городах Восточной Европы, которые были под влиянием Советского Союза, и там была навязчивая идея строить дома в стиле соцреализма и натыкивать их прямо в центре городов. Кроме того, что Прага – это очень красивый город, он еще и огромный. Это 4-й по величине город в Центральной Европе. Здесь проживает 1 миллион 300 тысяч жителей. Большой город по европейским меркам. И, в общем-то, нам здесь очень нравится. Сейчас мы вам покажем, где мы остановились в этом городе. Это на другой стороне реки, 2 остановки метро отсюда. И расскажем, сколько стоит наше жилье, которое мы арендовали через Booking. Пришло время заселяться в наш отель. Вот так внешне выглядит это здание. Напомню, апарт-отель. То есть это выкупленные квартиры, из которых сделали отдельные номера, так скажем. То есть апартаменты. Сейчас Лада набирает код. Толкает дверь. А, дверь тяжелая сильно. Так, у нас уже вещи хранятся здесь в камере хранения. Поэтому мы будем сейчас просто брать ключи и идти в квартиру. Вот здесь мы достаем свои ключи сейчас. Тут Лада тоже должна набрать код, а потом повернуть вот эту ручечку. Только код и ручечку. Давай. И там ключи лежат. Диез? Ручечку. Диез. А, диез еще даже. Да, и ручку. Есть ключ? Все, теперь закрывай сейф этот, закрывай. И ручечку поверни. Все, он закрылся. Все. 3-й этаж. У нас есть квартира. Да, давай посмотрим, какая она, эта квартира. Может быть, с видом на двор, а может быть, с видом на улицу. Такие просторные марши. О, наша квартира средняя. У него явно будут окна на ту сторону, не во двор. Открывай. Так, ну что, наша квартира. Паркет. Паркет на полу. Это спальня. Ух ты. О, такая просторная, ничего себе. Высоченные потолки. Обалдеть, тут есть вообще все. Чайник, кофемашина, микроволновка, тарелки. Слушай, тут можно вообще шикарно жить. Почему мы так мало сняли? А, Нам кстати, действительно повезло, смотри. мы сняли этот номер или эту квартиру на 2 дня за 76 евро. Оба дня 76 евро. То есть один день нам будет обходиться в 38. 38 евро, это даже не 40. Ура! Да. Опа, холодильник, смотрите какой. О, большой тоже. Да, большой, не маленький. А это что?
Посудомоечная машина-то ты что? Мы будем мыть свои 2 чашки, 2 тарелки. Посудомоечная машина. А, Смотри. неэффективно. Это что? Тостерница, да? Да, грильница. Ну, то есть тут можно вкусно делать тостики. И хлебушки жарить, и Поджаренные. мясо можно жарить, да? Плита, само собой. Мусор можно выбросить. Ложки, вилки. Пачки, ложечки. Все отлично. Кастрюли. В общем, полный фарш. А, еще смотри, Утюг. Классно. такого не было еще ни разу. А вот этот агрегат, что это такое? Это микроволновка. О, ничего себе. Причем она такая непростая, она... Золотая. Да, Она, наверное, да. накручивает Функций много, да. электричество. Пошли санузел посмотрим. Здесь. Раздвижной. А, тут отдельно туалет. И отдельно ванная, наверное, или душевая. Ну, тоже удобно, кстати. Это для обуви шкафчик. Мы только не знаем, где еще ключ, ой, свет включается. Фен, стиральная машина. Душевая кабина, обогреватель. Вот такая раковина. Классно, даже есть, возможно, да, жидкое То мыло. есть все, смотри, я не знаю, что еще придумать, чего здесь нет. Супер, Все, что супер, надо, да. все есть. Действительно, это редкий экземпляр. После того, как мы с тобой пожили в неудобных номерах, да, скрипучих, то здесь классно. Есть еще какая-то дверь. Тайная. Это не в соседний номер случайно, нет? Тихо, аккуратно открывай. Куда это? А, это кладовка. Всего-навсего. Пылесос. Туалетной бумаги посмотри сколько. И вентилятор даже есть. Наверное, тут нету кондиционера. Летом, если жарко, можно вентилятор использовать. Что еще тут? Что не Там антресоль есть наверху еще. Вообще тут вот, если как бы на постоянной основе жить, то хорошо. И кондиционер есть даже, ладно. Кондиционер, я его просто не заметил сразу. Если будет жарко, но сейчас вряд ли будет жарко, то это отлично. Вообще квартира приспособлена обалденно, и она находится рядом с метро. Буквально рядом с метро, отсюда удобно перемещаться в разные места. Окна открываются. Даже думаю, это окно открывается. Да, действительно. Но окна деревянные, не пластиковые. Но это плохо зимой, когда деревянные, они сифонят. А сейчас уже не зима, тем более в Чехии, наверное, зимы такие страшные. Вот он, вид из нашего окна. Прекрасно. Проведем здесь 2 ночи. Мы пришли к метро, и нам нужно купить билеты на проезд. Здесь можно купить их в автомате и заплатить картой, независимо от того, есть у вас кроны или нет. Получасовую поездку выбираем мы. Плачу картой. Все, сейчас будет билет. Так, один есть. Давай еще один. Все, есть еще один билет. Ура. Сколько на нем написано? 30 крон? 30 крон, да, у меня 30. 30 крон Всё, это пойдем. 1 евро 20 центов. Вот столько стоит проезд в пражском метро на полчаса. Теперь мы его компостируем. Оно пробило время, видите, оно пробило, когда мы прокомпостировали. Все, погнали. Вообще метро здесь устроено точно так же, как в Киеве. Посмотрите, ну один в один, как киевский эскалатор. Да, где-нибудь там на Майдане или такой же глубокий. И станции выглядят точно так же. Насколько я понимаю, позади меня это музей восковых скульптур мадам Тюссо. Видишь, мадам Тюссо.
И здесь восковая скульптура Джима Керри. Все знают Джима Керри, и он очень похож. Это Брюс Уиллис. Сейчас мы заходим в переулок, в котором находится музей сексуальных машин. Это какой-то эксклюзивный музей, здесь многие говорят, и поэтому мы решили хотя бы близко подойти и узнать цену, сколько стоит вход. Вот эти вот красные вывески, мне кажется, говорят об этом, что это музей. Людей здесь, конечно, море. О, действительно, музей секс-машин. Очень интересно, но непонятно. Сейчас мы узнаем. Друзья, мы выяснили, 14,5 евро стоит вход в этот музей. И в принципе мы бы зашли, но дело в том, что И мы бы сняли. все, что мы там снимем, его нельзя показывать. Его нельзя показывать на YouTube, поэтому смысла нет никакого заходить и показывать, снимать там что-то. Но для тех, кому интересно, 14,50 и вы ходите, разглядываете совершенно разные устройства для того, чтобы получить удовольствие, сами понимаете, какие. А ты обратил внимание, сколько людей туда идут? Туда Прям идут? мы Очень сюда, мы популярный еле был. пошли по этой улице, все идут в этот музей. Ясно. Дальше не идут, да? Заходят Нет. сразу в музей? Кошмар, Какая так трудно. тесно кругом, да, все толкаются. Это сегодня будний день. Представляешь, хорошо, что мы вчера в воскресенье не вышли, нас бы тут задавили просто. Смотри, отсюда можно покататься на экскурсии, на автобусах или на каких-то эксклюзивных машинках. И вот цены здесь написаны, видишь? Билет на одного взрослого 800 крон, 900 крон, 950, 1100 крон. Вот. В зависимости от того, какую экскурсию вы выбираете. Сколько это 800 крон? 32 евро. Ого. 32 евро покататься на автобусе, да ну их. Мы пешком походим лучше. 54 евро на двоих просто покататься, ну, Да не, поэтому они... удовольствие. Поэтому они здесь и стоят так одиноко, никто на них не катается, цены зашкварные, просто люди фотографируются напротив. А это, по всей видимости, богачи какие-то азиатские. Здесь, короче, город китайцев, посмотри. Да, и вот тоже. На таких автомобилях только китайцы катаются. Завоевали В Прагу. Чехии, да, Прагу. Так много вокруг людей незнакомых и двух лиц одинаковых нет. Такие разные мы, но мне странно считать, что в море из миллиона историй моя важнее других, она мне ближе, не спорю. Но мы все ищем одно и то же. Мой незнакомый прохожий, у каждого своя роль. С тобой мы вообще не похожи. Я ощущаю на коже в твоих глазах свою боль. Мы сейчас на улице повстречали девушку, которая говорит на украинском языке. Просто услышали, она идет и говорит, я решил у нее взять интервью. Ну, интервью на камеру она не решилась давать, но мы поговорили и выяснили некоторые вопросы. Ну, во-первых, мы спросили, дорого ли найти жилье здесь, в Праге. И она сказала просто дорого. Жилье здесь дорогое. Но насколько дорогое она не сказала, мы сами узнавали, насколько дорогое. Например, в центре города арендовать однокомнатную квартиру
приблизительно от 800 евро до 1000 евро. Это достаточно дорого, потому что в Германии такие же цены в крупных городах. А зарплаты здесь, в Чехии, в 1,5 раза ниже, чем в Германии. Поэтому, можно сказать, это рассчитано на более богатых Дороговато, людей. Да. как бы, да. Но если брать, скажем, отдаленные районы или соседние городки, там можно найти подешевле. Ну, как это обычно происходит. Здесь ходят электрички, поэтому можно снять в маленьком городке недалеко от Праги, допустим, 30 километрах, какую-то квартиру дешевле. И на электричке буквально 15 минут езды или 20. Еще она нам сказала, что с работой здесь не очень трудно, можно найти. Самая легкая работа, это которую ищут украинцы. Вот, например, она сказала, ее муж работал на такси Bolt. Он сначала арендовал машину и ездил, зарабатывал, и нормально зарабатывал, как она говорит. Потом купил собственную машину, ездил, зарабатывал. Но сейчас бросил эту работу, видимо, нашел другую. Но мы спросили, почему бросил, и она говорит, мы его днями, сутками не видели И он из-за стал этой работы. очень толстый. Да, говорит, он растолстел, типа семейной жизни никакой. Работа в такси очень, в смысле, такая не семейная получается. Неинтересная, скажем да. так. Да, он ищет другую работу, более интересную. А она сама тоже работает и занимается маникюром, но у нее не собственный салон, у нее Она работает на работодателя. на работодателя. Салоне. Да. Она наемный работник. И в чем тут плюс жизни в Чехии? Мы спросили про язык. Выучила ли она чешский язык? Она сказала, что нет, не выучила, хотя учила его. И, в общем-то, высокого знания чешского языка не требуется, потому что чехи, насколько мы видим, Они понимают. все понимают, с ними можно общаться. И вообще здесь очень много русскоязычных, украиноязычных людей, которым она и предоставляет услуги, я думаю, по работе. И, в принципе, он не нужно учить. Вообще, она сказала, что они на пособие ни дня не сидели. Они приехали и сразу же нашли работали. работу. Так, мы, наконец, с Ладой нашли какой-то фастфуд. Решили съесть. Тут есть галушки недорогие. 79 крон. Чай есть по 90 крон. Еще какие-то кусочки мяса есть можно. Мы с Ладой зашли сначала в итальянский ресторан. Посмотрели там на цены. И цены нас испугали. Там любое блюдо от 20 евро начинается. Поэтому мы решили поискать еще. И прямо на центральной площади здесь нашли забегаловку, которой дают галушки и мясо. Я вам показывал такой кусок мяса на вертеле, жарится прям. Вот, и 2 чая. Чай, правда, без сахара, но ничего. Да, Сейчас черный будем хлеб. пробовать. Пробуй, как оно, съедобное вообще или нет. Что за галушки? Это явно не украинские галушки. А там картошка есть, да? Я не знаю, я ж не пробовала. Не, нету картошки. Капуста и тесто. И тесто, да, наверное? Еще Вкусно? колбаска. Вкусно? Ну, необычно чуть-чуть. Ну, съедобно. А мясо? Резать или так просто. Возьми так просто. А мясо мягкое. Все, короче, я больше не снимаю, я хочу тоже есть. Ты хочешь тоже? Ничего не знаю, ничего не знаю. Подойди, Садись. быстро. Ладно. Я так и Выключай знала. камеру. Квашеная капуста, кисленькая, Да, с кисло. галушками и с салом. Мясо Вкусно, попробуй. мне нравится, очень нравится. Мы такие голодные, ужас. Оно пахнет дымком. А как ты думаешь, это свинина? Лучше любого шашлыка. То есть это, да, это, наверное, Я думаю, оно вареное. Свинина. Вареное и коптится. не говядина, да? а свинина. Короче, мы с Ладой не посмотрели сразу, сколько мы заплатили за эту еду. Потому что там было написано такие не страшные цены, по 70 крон. Ну, а, видимо, цена за 100 грамм. А тут еды по многу поналожили. Короче, 32 евро мы заплатили за это. Это бешеные деньги на самом деле. В ресторане в Германии можно на 32 евро с вином посидеть красиво. Ну что, мы вышли на знаменитый Карлов мост. Смотрите, сколько людей здесь ходят, все фотографируют, и мы в том числе. Но мы хотим сейчас поговорить про налоговые системы двух стран, Германии и
и Чехии. Хотел сказать Польши, но Чехии. Сразу начну с вывода. В Чехии быть предпринимателем выгоднее, чем в Германии. Почему выгоднее? Потому что медицинская страховка меньше и потому что налог тоже меньше. Налог тоже прогрессивный, но не растет так сильно в зависимости от заработка, как в Германии. В Германии он вырастает аж до 45%. Представьте, ты зарабатываешь больше, у тебя налог больше, аж до 45% от прибыли. А в Чехии, в общем-то, 23% выше уже не растет. Кроме того, можно выбрать себе налоговую систему с фиксированным налогом, что дает возможность зарабатывать сколько получается, а ты каждый раз платишь фиксированную сумму, ставку. Получается, если мы, например, будем зарабатывать те же самые 2000 евро в Чехии, то у нас будет оставаться больше денег, потому что мы будем платить меньше медицинской страховки. Вместо 400 евро мы будем платить на двоих 270. К тому же у нас будет меньше налогов, с нас будут брать. Мы будем дешевле платить за квартиру, потому что здесь жилье все-таки чуть-чуть дешевле. Сравнительно, даже говорят, я, правда, еще этого не заметил на себе, мы заходили только раз в супермаркет, что продукты здесь дешевле. Это нам GPT-чат сказал, но мы ему не верим до конца, потому что, мне кажется, продукты здесь стоят столько же или дороже. Посмотри, куда мы пришли. Это как Андреевский спуск в Киеве. Это, наверное, самое тусовочное место, да? Смотри, Да. художники Посмотри, художники, какие портреты рисуют. с фотографии срисовывают, да? И будет два ключа. Она начала на меня кричать, ну, сам понимаешь, да? Ты что, ругаешься? Ты что? Я снова ругаюсь. Эта башня очень старая, смотрите, какая черная. Батурина. А там кто-то на гитаре играет. Мы сегодня, кстати, не раздаем никому денег, дали только одному музыканту. Это были у нас последние польские копейки. Сейчас нечего даже пожертвовать. Злоты даем. Нет злотых у нас. Мне кажется, парень просто учится играть на гитаре. Я Вышел. же говорю, поэтому злоты даем. О, это он Стинга погнал. А реально этот мост такое тусовочное место. О, там еще музыканты. Но прежде чем музыкантов посмотреть, давайте посмотрим на вот этот водопадик небольшой здесь. Кстати, эта река называется Влтава. Сложное название. Я заметил, и поляки, и чехи любят всякие буквы совмещать, много согласных, таких, которых трудно произнести вместе. Итак, вышел я из супермаркета, и вот мой чек, 679 злотых я потратил вместе с вином. Я пересчитал на евро, это получилось 26 евро с копейками. Из них 6 евро заняло вино. Купил французское вино какое-то 17-го года выдержки, дорогой получается. Ну там все дорогие вина, поэтому
решил купить. Мы с Ладой все-таки решили проверить, насколько дороже или дешевле продукты, которые я купил в этом супермаркете. И что я сделал? Я сфотографировал этот чек на чешском языке и забил его в GPT-чат. GPT выдал мне список этих же продуктов, переведенные названия и цены в евро, главное. Сейчас Лада будет читать. Да, это очень интересно. Значит, свежая клубника 29,90 крон, это евро 20 центов. Ну, приблизительно, да? Как в Германии. Свежее сливочное масло 250 грамм, 99,90 крон, 4 евро. Но это дороже, чем Германия. Там бы такая пачка стоила 2,69, 2,70 евро, а здесь 4. Надо попробовать, может она очень Может, лучше вкусная. масло. Может она очень вкусная. Охотничья колбаса, евро 20. Вот такая, евро 20. Сколько Дорого, стоила такая? Dорого. Ну, в принципе, по крайней мере, Почти так же, не дороже, да. Йогурт, значит, одна штучка. Нет, все штучки, Все вот эти 4, вот, да. все 4 штучки стоят 2 евро 25 центов. Так, 2 Раз, евро 25 два, это больше, чем 3, 50 центов. 4. Ну, приблизительно такая йогурты же есть цена. в Германии очень разная В ценовая 50 категория. где-то центов один йогурт в Германии. Чай 2 евро 60. Ну, да. Чуть дороже, нет? Чуть-чуть дороже, да. Яйца, вот интересно, яйца 10 штук стоит 2 евро 80. Ага, а в Германии 2 евро ровно. Евро 99 даже, ну 2 евро, да. Ну, Вот, то есть, ну, ты уже такой. ну да, то есть практически на, ну, не на евро, но на 80 центов дороже. Да. Молоко. Угу. Молоко евро 40, то есть в Германии молоко стоит евро. 1 евро, да. Дороже молоко. Дороже. Хлеб стоит 2 евро 40. Мы Тоже покупаем за 2 евро, то есть дороже. Мы покупаем за 1 евро. За 1,19, 2 раза дороже, ничего себе. Да. Но он и больше, ладно. Надо Ну отдать да, должное, возможно это он больше, да, поэтому, но упаковка. все равно дороже. Мгм. М. Ну, и вино. Это... Вино 6 евро стоит. Да. Помидоры стоят евро 30. Помидоры. Ну ты здесь не килограмм, явно здесь. Ну, тоже дороговато, да. Да. И творог стоит евро 80. Вот такой вот небольшой Тоже кусочек. дорого. Это Там, тоже по-моему, дорого, да. В общем, друзья, это все дороже, чем Это, в наверное, Германии. такой супермаркет. Этот супермаркет, он как бы какой-то то ли корейский, то ли китайский, я не знаю, потому что там я видел сейчас утром, люди ходят такие азиатской внешности. Мы же поискали ближайший возле нашего отеля. И еще в конце он мне положил вот такую конфетку, как бы подарком. Чтобы ты не сильно расстраивался за такие дорогие продукты. Наверное. Чтобы еще пришел к ним. Что это за конфетка? Я думаю, эта цена не такая, как, допустим, в Лидле, да, в Чехии, ну, в таких более дешевых. Я Думаю, думаю, там- что здесь да. есть гораздо дешевле. Это нельзя по этим продуктам говорить, что, допустим, в Чехии Всё дороже. продукты дороже. Конечно. Вот. Когда мы садились в автобус в Праге, мы увидели, что есть сообщение о том, что на немецких границах снова усилили контроль. Немцы опять контролируют незаконную миграцию и проверяют всех очень тщательно. Поэтому мы с собой приготовили документы, все, которые у нас были. Ну, во-первых, вы же знаете, что у всех украинцев в Германии просроченные Aufenthaltstitel. Поэтому им выдают еще дополнительные бумажки для продления. И у нас эти бумажки есть, мы как-то показывали. Короче, мы подготовились нормально. И когда мы уже ехали в автобусе, то я отслеживал геолокацию нашу по карте и смотрел, когда же граница, когда же мы из Чехии будем переезжать в Германию, потому что это можно не заметить. Я понял, что мы вот уже пересекаем границу и никакого контроля нету. На дороге мелькнул знак с орлом немецким. Все. Я думаю, ну отлично, никто ничего не проверял. Но через километр буквально появляется пост, там стоят машины с мигалками, короче, специальный съезд такой, куда сворачивают машины, которые будут проверять. Но нам повезло. Возможно, было такое утро, в которое немцам было лень проверять.
Там стоял знак такой, который указывает машинам съезжать в этот карман для проверки или же проезжать мимо. И наш автобус спокойненько сбавил скорость, посмотрел водитель и поехал прямо. То есть нас не остановили вообще, не проверяли, что очень хорошо. И что как бы опровергает те сведения о том, что якобы Германия очень В Германию тщательно. не заедешь не вообще заедешь. без документа. То есть мы ехали, мы вообще нигде не показывали свои документы. Вообще. Они нам вообще практически Когда не мы ездили в Италию, у нас тщательно проверяли наши украинские загранпаспорта. А здесь мы из Германии выезжали в Польшу. Ни разу у нас никто не посмотрел никаких паспортов, только билеты смотрели. Из Польши в Чехию ни разу никто не посмотрел наших паспортов. И из Чехии в Германию ни разу никто не посмотрел наших паспортов. Может, нам просто везет, друзья, но мы рассказываем все как есть, как происходит в нашей жизни. Контроль наверняка есть, потому что пост существует через километр после границы уже на немецкой территории. Но останавливают, как видите, не всех. На этом мы сегодняшнее видео завершаем и прощаемся с вами до следующих наших видео. уже в Германии. Да, будем рассказывать новые свои истории, будем рассказывать, как мы живем, покажем маму, да, покажем нашего друга, который, кстати, не так-то просто перенес эту операцию, и ему пришлось еще долго лечиться. Всем счастья, мира, хорошего настроения. Пока.